Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Вновь приветствую вас в проекте Molecule 24/7, Molecule Online. Меня зовут Илья Волков, я директор по развитию проекта Molecule, и я очень рад сегодня вас приветствовать на нашем втором эфире с замечательным парфюмером, креативным директором, которого зовут Джон Моллой. Джон Моллой – создатель брендов Мема, создатель брендов Герметика, о котором мы говорили в прошлый раз совсем недавно. И сегодня мы поговорим о его еще одном проекте, который один является из самых интересных, в том числе созданных Джоном. Это проект под названием Floraiku. Как всегда, вы задавали вопросы Джону за некоторое время до эфира, поэтому сейчас я жду самого Джона, и, как всегда, я буду ему задавать вопросы, и он, конечно же, будет на них отвечать. Ну что же, итак, прошу любить и жаловать. Еще несколько секунд и... Hey! Hello! I'm so sorry. I was waiting for the invitation. Thank you. How are you today? Oh, today I'm absolutely fine. Because today in Moscow is sun is shining suddenly, very unexpected for end of May in Russia. But everything is very warm. And snow start to melt. I'm joking surely, but sun is really was not here last maybe 5 days. But today is very sunny day. Ну что же, Джон спрашивает, как мы. Я говорю то, что ну что, здорово, потому что в Москве наконец-то сегодня день солнечный, да, и на протяжении, наверное, 5 дней мы с вами не видели солнца, и тут вдруг оно вот вышло вместе, простите мне за такое сравнение с Джоном. Sun and John is rising. Great. So I'm delighted to be here. I'm at home. So I'm at home in the house in Geneva, all here for you, because today's a public holiday. Today's a really special day. There's 2 special things happening today. Do you know what they are? Ну что же, я, говорит Джон, в этот раз выхожу в эфир из дома, потому что я хотел сделать это все видео в корнере Floraiku, однако же сегодня в Швейцарии праздник, да, поэтому все магазины закрыты, так что вот можете посмотреть, как выглядит дом парфюмера. Yes, and now we can see where you are working and when you are living. It's great. Yes, and if you want to, maybe afterwards we can go into the garden and see the dog. Why not? Why not? Great. Джон предлагает, и может быть после того, когда мы пройдемся по этим вопросам, зайти в сад и посмотреть, в общем-то, что там у нас растет. Со звуком все хорошо? Окей. But do you know why today is special? Why? Джон спрашивает, знаю ли я, почему особенный день сегодня? Well, there's 2 reasons. There's one. Today is our first year anniversary with Floraiku and Molecule. So it's our birthday. 2 причины. Первая причина, потому что сегодня наш первый юбилей нахождения Floraiku в проекте Molecule. Можете нас с этим поздравить. Сегодня действительно юбилей с того момента, когда мы стали представлять эти ароматы. Great idea. And also, today is Clara and I's wedding anniversary. We've been married for 15 years. Wow, so today congratulations. we're celebrating this. Ну что же, а вторая причина, почему на сегодня день особенный, потому что сегодня юбилей свадьбы Джона и Клары, его жены, соавторов всех этих ароматов, и они с ума сойти, да, им исполнилось совместно уже 15 лет. 15 years, great. 15 years. Ilya, you know, they say that 15 years is crystal. Crystal, you know, it's crystal for 15 years. So you've got to be very careful when you're 15 years, because crystal is very delicate. It's like a perfume bottle. Ну что же, и Джон говорит о том, что свадьба 15-летний юбилей называется хрустальной свадьбой. И поэтому будьте очень-очень осторожны, потому что хрусталь – это очень хрупкий материал. Так что нужно особенно беречь то, что вам удалось сделать. Great. Okay, and as usual, we have only 1 hour. Okay. Yes, and that's why, as we did it before, we prepared some questions for you, which was asked by our followers, and I hope they're waiting for your answers. As usual, I will ask you on Russian, and you will, as you understand Russian very well, you will answer me on English, and I will translate. Ну что же, как
традиционно, да, я буду задавать вопросы Джону на русском языке, те самые вопросы, которые вы присылали. Отдельное спасибо вам за эту активность. Да, я всегда счастлив, когда она так проявляется. И Джон будет отвечать по-английски. И первый вопрос, который вы задали Джону, он звучит так, да, в общем-то, какой основной источник вдохновения у Джона для создания его ароматов? Yes, first question about inspiration. Yeah, well, I think our inspiration for creating fragrances has always been about a simple thing, to try and make the world a better place, to try and share beauty, to try and share emotions, and to try and show new things to people, or show people things that were differently, that they hadn't noticed before. And it's all about trying to find something that can be seen in a different way, to make people smile, to make people happy. It's all about beauty. Ну что же, Джон говорит то, что главные источники вдохновения, они на самом деле скрываются в очень простых вещах. Источник вдохновения для создания аромата – это возможность сделать вот мир немножко лучше, да, привнести чуть больше красоты в наш мир, привнести нечто, что заставит людей чаще улыбаться и сделать больше улыбок. И вот это вот самые важные источники вдохновения тогда, когда ты создаешь духи. And we are talking today about Floraiku. И сегодня мы говорим о бренде, который называется Floraiku. Floraiku is a very unexpected name. Это очень необычное имя. And what is it, Floraiku? Что означает имя? Что означает Floraiku? И какая, в общем-то, скрывается основная, не знаю, идея за созданием этого бренда? Well, Floraiku came together because when we were thinking about this brand, we wanted to marry two elements together that were very important to us. One was the flora, the flowers, the flora, the nature. So flora comes from flora. And the haiku was the inspiration, a lot behind this brand, the haiku. My wife is a poet. She loves haikus. And so she wanted to show how a perfume and a haiku be linked together. So nature, flora, haiku, we made Floraiku. Ну что же, название бренда Floraiku произошло от такого альянса, от свадьбы двух слов, двух терминов. Первый термин – это флора, то есть это цветы, это основа, если хотите, всей парфюмерии. Второй термин – это хайку. Хайку – это японская поэзия, очень короткая и очень философская. И очень короткая философская. И Клара, жена Джона, она поэт, и они как раз вместе хотели... Hello, I am happy to see you. Look, I'm getting tea. Ну что ж, смотрите, вот этот как раз соавтор Джона, это Клара, да, появилась на заднем плане и, в общем-то, принесла... St. Petersburg cup and saucer from St. Petersburg, Russia. Yes. Hello, Clara. I'm so happy to see you. Maybe you will join us. Да, и Джон говорит, обратите внимание, из какой чашки я пью. Это фарфор, который, в общем-то, мы подарили Джону из Санкт-Петербурга. Клара, you're looking wonderful. You're great. Yes, I'm so happy to see you. I think 2 years when I see you last time, and these 2 years was dark time for me. Yes, but you came to our house. You came to this house. Yes, exactly. Да, Джон говорит, действительно, я видел Клару уже, наверное, 2 года назад, и действительно эти 2 года, когда я ее не видел, были подернуты как будто темной тенью, и Джон вспоминает то, что в тот момент действительно я был в гостях у Джона, поэтому, да, мне повезло, I'm really happy. I remember your wonderful house, full of so many interesting things, and I remember Clara, who taught me about Marina Tsvetaeva and about Russian poetry, and I was so inspired by them, by this, to be honest. И я помню то, что Клара, она действительно очень хорошо знает русскую поэзию, вплоть до того, что даже на русском языке процитировала Марину Цветаеву. Ну, такой глубины проникновения в свой мир, это, конечно, удивительно. That's why, yes, it was one of my the most wonderful. Afterwards. Yes. With the library. Yes, exactly.
That's why really, really happy to see you. Clara, maybe you will tell us what is really behind the main idea, what was really main idea behind Floraiku? What is your opinion about this? John just already told us. Okay, so I didn't listen, so as usual. He said, but the idea, well, in Floraiku you have flowers and haikus. And in haikus, nature is very important. There's always nature in a haiku, in this small poem. So you get a feeling of spring, of summer, the wind, a tempest. Even just drinking a cup of tea like John is doing now, it could be a hint we're in the autumn or in the winter. So this idea of nature captured in a poem, I thought it was beautiful. Also, in a haiku poem, you have three parts, like in a perfume, with the head, the heart. So flowers being very important, naturals being very important, and these poetic feelings that we try to have every time we want to create something. It was, for me, a new brand that would be about this new kind of luxury. Okay, I need to translate. Yes, sorry. Ну что же, Клара говорит, да, это вот флора, это цветы, и это хайку. Хайку, поэзия, потому что вообще понятие природы для поэзии хайку, оно очень-очень-очень важно. Да, там действительно вдохновение черпается из природы, различные ассоциации в этой поэзии связаны с природой. И плюс ко всему то, что хайку, будучи очень краткими поэтическими произведениями, они состоят, как правило, из 3 строчек, точно так же, как парфюмерия состоит из 3 частей, да, соответственно, ноты верхние, ноты сердца, базовые ноты. Поэтому соединить это воедино, сделать ароматы, которые бы отражали вот этот философский смысл, глубину и красоту, натуральную, природную красоту, в том числе и поэзии хайку, это как раз была идея Джона и Клары. My congratulations to your anniversary. Thank you. I just read someone asking which were our favorite Russian poets. Да, кто-то спросил, и Клара как раз хочет ответить на этот вопрос, какой у Клары любимый русский поэт. To be honest, what I read the most were novels. Tolstoy is my favorite author. Да, ну, конечно, то, что я больше всего прочитал, это романы русские, да, и Толстой — это любимый автор Клары. But I read recently Marina Tsetselieva that you mentioned. Да, it was again translated in French, and she also her biograph wrote a book about her, and everyone in France has been reading so much her poetry again now. So it's interesting because she was a woman, her life was so tough, everything with what she wrote was very inspiring. Ну и, конечно, русский поэт — это Марина Цветаева, потому что Марина Цветаева, во-первых, это автор, у которого практически все произведения переведены на французский, и они популярны на французском языке. И сейчас во Франции есть даже такой ренессанс, можно сказать, поэзии, поэтому многие-многие интересуются. Плюс еще Марина Цветаева женщина, которая писала стихи, в общем-то, о себе, о своей жизни. И женщина с очень сложной судьбой, как вы знаете. И поэтому, да, это Марина Цветаева. Thank you very much. It is great. And I read another question. Maybe you want to answer on it also. The question was if you can do fragrance inspired by Russian poetry or something like this. I read. И еще я прочитал комментарий на английском языке, я не помню точно, как там было написано, но смысл, как понимаю, в том, да, то, что не собираются ли создать аромат, вдохновляясь какой-нибудь русской поэзией, да, то есть русскими стихами. Of course, Russia has always been in the center of our lives. It's interconnected very intimately, so it's something that will never change. I think it's like when you write, it's like writing on your husband. It's too close to you to write about because it's so much in your life.
And Rocha for us, it will be always special. There's no doubt about it. But to find the right, you know, little detail you want to talk about is still something we have to do. But yes, we should. Да, ну, Клара ответила на этот вопрос, то, что Россия, на самом деле, всегда занимала особенное место в жизни Джона и Клары, она всегда внутри, в общем-то, их сердец, это действительно, это не просто слова, я знаю, то, что это действительно так, и это не только связано с увлечениями Клары и Джона, но тем не менее, и, конечно же, это что-то очень личное, это идет из души, это все равно, что, не знаю, там, написать что-то, посвященное своему мужу, но Клара говорит, да, ей следует подумать о том, чтобы сделать вот такое ароматное воплощение, наверное, русской поэзии, действительно. I think it will be a very interesting project. Maybe in future we will see something. And Ilya, if you can ask everyone watching at the moment, there's like nearly 250 people watching, if you can ask them if anyone has got any good ideas of Russian poets, because I've got to buy Clara a wedding anniversary present, so I'd like to get her a present of contemporary Russian poets that have been translated. So if anyone has any good ideas, please tell me. Слушайте, вот Джон прям предлагает, да, то, что вот у нас сейчас смотрят 210 человек прям в данный момент. И если у кого-то есть какие-то идеи о том, что порекомендовать Кларе, может быть, какого-нибудь современного русского поэта, то Джон с удовольствием прям купит Кларе его в подарок, и, может быть, это и будет источником вдохновения. I have some recommendations for you. Okay. Thank you. But people who love fragrance, and I'm sure all the people watching, they're passionate about fragrance. They're also usually passionate about freedom, about this sense of poetry in seeing things, in giving values to something you can't really capture, you know, something in the air, like a fragrance, a verse that you say. There's a way of giving with poetry that is the same that with fragrance. It's the same spirit. Ну что же, Клара говорит, что она убеждена, что все люди, которые любят парфюмерию, а, безусловно, среди тех, кто нас смотрит, ну, скорее всего, все любят парфюмерию, естественно, да, это люди, которые, ну, вот, может быть, чуть иначе даже смотрят на жизнь, это люди, которые чуть иначе жизнь воспринимают, более поэтично, более чувствительно, да, которые подмечают какие-то детали, которые, может быть, обычный человек не может заметить. Поэтому, действительно, поэзия и парфюмерия, они очень-очень-очень близки. Thank you very much. Okay. Okay. Okay, John, thank you very much for this, for Clara. Yes, it was really nice for me to see her, to be honest. And okay, let's continue. Okay. And I will still continue to ask questions on Russia. Perfect. Ну что ж, продолжаем, и я продолжаю задавать вопросы Джону, применительно к Floraiku. Спасибо Кларе за такое вот очаровательное совершенно вторжение. Надеюсь, что она еще к нам вернется. И следующий вопрос, the next question I think is very interesting. И следующий вопрос, почему Джон выбрал именно Японию, Азию, да, как источник вдохновения для этой коллекции? Потому что, как наверняка многие знают или слышали, что, в общем-то, японцы, как культура, они не были особенно замечены в любви к парфюмерии. Okay, why Japan? Because usually they don't like perfume. Yeah, but I think people forget that perfume is in every culture in the world. It's just used differently. Да, но на самом деле, говорит Джон, не забывайте, что парфюмерия, она присутствует в любой мировой культуре. Просто формы этой парфюмерии, они разные. For example, Japan has been buying some of the most expensive perfume ingredients in the world forever, but they use it in incense. Дело в том, что в Японии искусство парфюмерии всегда было развито, и они покупали, как правило, наверное, самые драгоценные парфюмерные масла, эссенции, какие только можно себе представить, но использовали их в качестве благовоний, то есть то, что вас окружает, воскуривали их. I think there's no culture in the world that has no emotions. Джон говорит, что, наверное, не существует в мире такой культуры, у которой бы не было каких-то своих эмоций. And we all need perfume to help us express our emotions. It's a really good help to help you feel happy, to help you remember things, to help you feel sad. Anyway, perfume is there as an add-on to our emotions, and everyone's got emotions. Otherwise, we're not human beings, and that's why perfume is in every culture.
И поскольку в каждой культуре есть эмоции и чувства, то эти эмоции нужно выражать. И парфюмерия – это один из самых лучших способов для выражения эмоций, для того, чтобы создавать, чтобы нести красоту в этом мире. Поэтому точно так же, как только проявляется это в разных формах. Yes, as you see, Ilya, already start to write writers. I just see that someone's talked about Brodsky. Joseph Brodsky, I like a lot, the Russian poet, but he was living in New York for most of his life, and he was writing in exile. And it reminds me of a lot of Irish writers who had to leave Ireland and who wrote in exile as well. So there's a famous Irish poet called Seamus Heaney, and he won a Nobel Peace Prize, and he was professor of English in Harvard, and Brodsky also won a Nobel Poetry Prize as well. And I think they're both very different styles, but they both have something about writing away from home. Джон говорит то, что он заметил, когда вы стали присылать имена поэтов, да, то, что вы... Say hello to Ilya. Hello. This is Belen, my daughter. Bring me a flower. Ну что же, это дочь Джона, которая как раз принесла Джону цветок. Hello. Hello, say hello, Ilya. Say Ilya. Best wishes from Russia. Said hello, Ilya. Привет, привет. Hello, hello. Привет, он Russian. Привет. И Джон говорит то, что он очень хорошо знает Бродского, которого вы упоминаете, да, Бродский, который большую часть своей жизни прожил в Нью-Йорке, в общем-то, и писал в ссылке, лауреат Нобелевской премии, и он напоминает Джону, в общем-то, очень часто ирландских поэтов, которые тоже очень часто вынуждены были уехать из страны и писали тоже в каких-то других странах, и поэтому Бродского он любит, Бродского он знает. And what the name of the poet what you mentioned from Irish? Seamus Heaney. Seamus Heaney. Да, Seamus Heaney, например, да, они, конечно, очень разные, но в то же время он тоже Нобелевский лауреат, но в то же время что-то их объединяет. Поэтому, ну, спасибо за такой комментарий. Thank you very much. I'm really proud because Brodsky is really very popular in Russia, and it is like the best Russian poet, Russian-American poet of 20th century. Yeah, no, he's fantastic. You know, I've been living out of my country for more years than I lived in my country. So when I read poets that are in exile, they often express better the country than people living in the country, because you see it differently. Да, Джон говорит, да, мне безумно нравится Бродский, и вот здесь вот, он говорит, как я сам, Джон, да, то, что он большую часть своей жизни прожил вне своей родины, вне Ирландии, и вот он точно так же особенно ценит поэтов, которые писали, в общем-то, в ссылке или находясь не в своей стране. И Джон говорит, что очень часто то, что они пишут о своей родине, более точно, более достоверно, нежели те люди, которые живут внутри этой страны. Да, вот такой вот получается взгляд со стороны. And also, Ilya, this was a present from Vladimir. So I want to say thank you, Vladimir, for the cups and saucers. Ну что же, Джон говорит, что чашка, из которой он пьет, это был подарок нашего генерального директора Владимира, и поэтому он хочет его еще раз поблагодарить за этот замечательный подарок. Спасибо большое, Владимир. Yes. Thank you very much for this. Now I'm happy that you mentioned him also. Okay. And next question is about your mood and soul status when idea of creating brand come to you. И следующий наш вопрос: какое настроение или, может быть, даже состояние души было у Джона и у Клары, когда они решили создать бренд Floraiku? We created Floraiku when Memo was 10 years old. Мы сделали Floraiku, говорит Джон, когда нашему первому бренду, первенцу, который называется Memo, было уже 10 лет. And we didn't start to make a new brand. We just wanted to make a collection about Asia, about Japan in Memo. Да, и на самом деле вначале мы даже не думали о том, что будем создавать новый бренд. Была идея в том, чтобы сделать коллекцию отдельную в рамках Memo, как известно, бренд, посвященный путешествиям, и посвятить эту коллекцию Японии, Азии. So it was just a work of passion. You know, I had been working for many years for a Japanese fashion designer. I traveled to Japan a lot. Clara adored Japan. Clara was studying a lot about haikus, Japanese poetry. We wanted to make a collection and for Memo with 3 perfumes.
and suddenly we made 3, 4, 5, 6, and became too big. We said, okay, let's make a new brand. And we put it together. And this is how it happened. There was no strategy. It was what we call in English, a labor of love. Okay. Да, и Джон говорит то, что и Джон, и Клара, они всегда были очень увлечены Японией, да, Клара увлекалась японской поэзией, японской культурой, Джон очень часто бывал в Азии, бывал в Японии, там, по делам работы, еще когда он работал с японскими дизайнерами давным-давно, и поэтому, когда они стали создавать вот эту вот коллекцию японскую внутри Мемо, то есть у них появился 1 аромат, 2, 3, они думали вначале ограничиться 3, а потом 4, 5, 6, и вдруг выяснилось то, что они столь многое могут сказать об Азии и Японии, то, что решили, ну, пускай это будет отдельный бренд, да, не было никакой, так сказать, маркетинговой или бизнес-стратегии, как говорит Джон, да, это такой лабиринт любви, да, соответственно, поэтому Floraiku это действительно плод вдохновения, плод любви. And just, Ilya, someone asked me, what's my favorite tea? And I'd like to say that when we made the brand Floraiku, we actually also went and worked with the nose and worked with a tea specialist, and we made 4 teas for Floraiku. We mixed them ourselves with the nose, 1 for each season. So we actually now make teas, and Floraiku won a tea award in England last year. It's quite strange. Great. Джон говорит о том, что вот у вас промелькнул вопрос о том, какой любимый чай Джона, и Джон говорит, что на самом деле интересно, что при создании бренда Floraiku мы работали не только с парфюмером, мы работали еще со специальным специалистом, смешивающим чаи, и специально для Floraiku было сделано 4 вот таких чайных смеси, посвященных 4 сезонам: весне, лету, осени и зиме. И вот очень интересно, что одна вот из этих как раз версий чая победила в прошлом году на одной английской выставке. Да, это очень смешно, потому что парфюмерный бренд, который создает эту чайную смесь, и вдруг берет первый приз как лучший чай. Вплоть до этого. But someone asked me my favorite tea is chai черный. Да, и кто-то спрашивает мой любимый чай, ну и вы слышали ответ, да, black tea. Yeah, exactly. черный чай. Great. And Floraiku is a complicated brand, and all fragrances is divided on several collections. Can you tell us about them little bit shortly? Okay. И Floraiku это сложный бренд, и он подразделяется на несколько коллекций, и кто-то из вас задал вопрос о том, какие коллекции, чем они отличаются, есть в этом бренде. Действительно, вы можете посмотреть, да, соответственно, есть черная коллекция, да, есть коллекция вот в таких вот синих флаконах, есть коллекция в белых флаконах. Okay. What is collection? So quickly, when we looked at Floraiku, we always said we wanted to give the most amazing service, and we said, what are these services in life? And we said there's a wonderful flower ceremony called ikebana. So we use the Japanese indigos. I'm wearing an indigo shirt. It's an indigo blue for the flower service. Japanese indigo. Then there is the... Sorry, you want to go ahead? Да. И Джон говорит, что когда мы стали делать коллекцию Floraiku, то... А можете принести, пожалуйста, свечку Floraiku? И когда мы стали делать коллекцию Floraiku, то мы решили воплотить несколько разных японских искусств. Мы хотели дать такой особенный сервис. May you all be happy in love. Yes. Всем любви и всем счастья. Thank you very much. Вот, и мы хотели сделать несколько особенных уровней сервиса. И вот, в частности, одно из искусств, которое мы хотели воплотить в Floraiku, это было искусство создания цветочной композиции, то есть, которое называлось икебана. И поэтому первая коллекция посвящена икебане. If I knew, I will bring champagne to me also. Okay. But you wrote me only about tea. Okay. And the second collection you saw is in the white lacquered bottles, and this collection is all about tea. And this is a tea ceremony, the famous tea ceremony. И вторая коллекция, если первая коллекция, она посвящена Японии, посвящена икебане, то вторая коллекция, это в таких флаконах, да,
она посвящена чайной церемонии, да, и, в общем-то, называется чайная коллекция. And this is called O Chai. So it's a tea ceremony. So the tea ceremony, and it's got these are all fragrances that are teas in the white bottles. In the indigo blue bottles, they're all flowers. And then we go to the black collection, which is a collection of incense. And it's from the incense ceremony. Итак, вот в этих белых флаконах у нас коллекция, которая называется О-ча, посвященная чайной церемонии. В флаконах цвета индиго, да, это коллекция, посвященная икебане. И в черных таких лакированных флаконах у нас коллекция, которая посвящена японским благовониям, да, то есть то, что они воскуривают вокруг себя. Okay. It's very, very great. Okay. And then there's one other color, which is the red color. Да, и есть еще коллекция, да, в общем-то, еще два, да, коллекция короткая, которая выпускается в таких красных флаконах. And there are two perfumes. И там всего лишь два аромата. And these are called shadows. И вот эти ароматы, эта коллекция называется тени. And you have a light shadow and you have a dark shadow. И у вас есть светлая тень, и у вас есть темная тень. And your shadow, we're all shadows to each other. When you've got light, you've got shadow. And shadowing is not mixing, is not combining. It's about shadowing, putting one perfume one side of your body and one perfume on the other side of your body. And only those who are intimate to you know you're wearing two perfumes. Otherwise, everyone else smells one mix. Ага. И Джон говорит о том, что идея тени в том, что мы все окружены тенями. Там, где есть свет, там есть и тень. Мы все отбрасываем тени друг на друга. И вот наличие этих двух теней, оно является неким дополнением к каждому аромату. Это не столько о том, чтобы смешивать, да, сколько о том, чтобы наносить, например, одно... Hello, Bart. Hi. Добрый. Happy anniversary. This is Bart, my son. Это Барт, сын Джона. Hello, hello. Very nice to see you also. Welcome. Next time, ask John to bring you to Russia. Thank you. That's where I was born. Exactly. Я попросил Джона в следующий раз Барта взять с собой. К тому же получилось так, что Барт как раз... Россия — это страна, где Барт родился. И это прекрасно. И, соответственно, тени наносятся на одну сторону тени, и аромат наносится на другую. Okay, John, I think it's time to ask maybe a question, which number 23. Okay. You have two children, yes, and if they show interest in your work and maybe somebody wants to become a perfumer. Итак, у Джона двое детей, да, замечательная дочка и замечательный сын, да, сын постарше, и, соответственно, вопрос, который задавал, видимо, тот, кто был знаком с брендом, собираются ли они пойти по стопам своего отца? Well, I think I always believe that children will do whatever they want to do if they want to join the perfume business. Да, но на самом деле Джон говорит о том, что я убежден, что детей нельзя ни к чему принуждать. Они должны выбрать сами свой путь и делать то, что им по-настоящему нравится. Если им захочется заниматься парфюмерией, то пожалуйста. As a parent, all I want them to do is find something that they love, and if they can have a passion in their job, like we have, like the example we try to show them by living our passion, I'd be happy. Does it have to be perfume? No. It can be anything they want it to be, as long as they have the chance or the opportunity to live their passion with their work. If they can have this gift in life, well, then it means all of our stars are above us. Ну что же, Джон говорит, что это очень важно, чтобы ребенок выбрал именно свой путь, да, и действительно в своей работе, в своей карьере, в своей жизни он делал то, что ему по-настоящему нравится, точно так же, как Джон и с Кларой нашли свой путь. Поэтому он искренне желает то, чтобы его дети как раз выбрали свой путь, и чтобы они, конечно, там использовали, реализовали шанс быть самими собой. И здесь не так, что, не знаю, вот тебе что... Вот, делали только то, что тебе дано, и были звездами в тех областях, которые они, в общем-то, выберут.
Thank you very much. And you've seen how I sprayed shadow and fragrance. I was right in this. Yes, it's one side, no mixing, and then only those who go very close know. But it's, you know, it's just a wonderful way of wearing fragrances. And your light shadow is a way of bringing out the playful, happy side of you. And your dark shadow is something that gives you a boost. It gives you a power. It gives you a feeling of adrenaline. It just drives you. So there are two boosters you can have. Ну что же, я спросил у Джона, видел ли он, как я нанес один аромат сначала сюда, потом другой аромат из коллекции сюда. И я спросил Джона, правильно ли я сделал. Он говорит, именно так они и должны смешиваться, да, то есть не друг на друга, а носиться на разные участки тела. И светлая тень будет придавать вашей композиции, ну, простите за тавтологию, такой свет, яркость, да, в то время как темная тень будет делать аромат более глубоким, более густым, более насыщенным, более сильным. Okay, and the next question maybe, who creates the haiku for all these fragrances? И следующий вопрос, кто же написал все хайку для ароматов, которые мы можем прочитать? Они у нас традиционно написаны сзади флаконов. My number 15, of course. Мой номер 15, конечно. Мой 15-летний партнер. Да, конечно же, это Клара. Yes, it's okay. And the next question, следующий вопрос был задан о том, что Floraiku имеет такие очень-очень необычные, то, что кажется с первого взгляда крышкой. And the question is about these caps, but I know that it's not caps, but can you tell us about it? Да, соответственно, вопрос о такой крышке, кто придумал дизайн именно вот для того, что я держу в руках. Well, the idea was that we wanted to have a fragrance that you could always have with you, because with Floraiku fragrances, you know, we're making fragrances that would have very short formulas and very special, and we wanted that when someone could have a new modern perfumery, they'd buy this set, and in the set there are 5 pieces, and it means they're all refillable. So it's all talking about the environment being sustainable as well. And the idea is that you can have a perfume in your bag to travel with, and then you've got your bottle at home, but you never leave it. You've always got your perfume with you. Ну что же, на самом деле основная идея была в том, что это не просто крышка, это на самом деле travel флакон, да, который вставляется флакончик, и это позволяет вам всегда иметь свой аромат с собой. Да? То есть Джон хотел, чтобы вы выбирали себе, например, такой вот набор из 5 ароматов, и каждый день их меняли, в то время как дома у вас как раз вот этот вот флакон, который, по сути дела, является ничем иным, как сменным блоком. Поэтому в данном случае это не просто крышка, это то, что вы носите всегда с собой в сумочке. Да. And I know that you have like this set with 3 fragrances inside. И Джон выпустил еще вот такой вот сет, да, переносной, да. Внутри у нас сразу 3 аромата, 2 тени и 1 из композиций. Так что вы всегда могли, в общем-то, даже по пути где-то возможность иметь смешивать, ну не смешивать, а вот именно так смешивать в воздухе эти композиции. So this set is for your shadow. You can have your light shadow, your perfume, and your dark shadow. And the reason that you have an octopus on the bottle is that the octopus is one of the only animals with 3 hearts. Да, и Джон говорит то, что внутри у нас, внутри у нас вот такие вот флаконы, да, 2 тени и 1 из ароматов. И причина, почему вот этот флакон украшает осьминог, дело в том, что осьминог — это единственное живое существо в мире, у которого 3 сердца. Поэтому 1, 2, 3. Like the haiku. Да, как хайку. Как хайку, то, что нам как раз Клара уже как раз об этом и сказала. And what material do you use for this travel case? It's leather or fabric? What is it? И тот материал, который используется для вот этих дорожных футляров, это кожа или ткань? Что это? We use it's a canvas, a natural canvas that has a gum resin. So it's a resin on a canvas, which makes it something very durable for a long time, and it means we can print it. So we just wanted something
natural, beautiful, that we can show the designs that speak of each fragrance. Ну что же, это особенный материал, да, это вот такая вот как канва, как говорит Джон, который делается из древесных смол, как, видимо, что-то такое каучуковое, и вот этот, на этот каучук как раз накладывается принт, и вот что делает эти футляры еще и очень долговечными, да, то есть они прослужат очень-очень долго. Okay, and I think it's very provocative, to be honest, for me, question, but I want to ask you, women who usually choose these fragrances, by your mind, who is it? И вопрос, да, такой, который я считаю достаточно провокационным, но все-таки, да, женщина, которая выбирает эти ароматы, кто она, как она выглядит? It's number 15. It's, you know what? We're often asked to describe the person. Every time I meet a customer, I see so many different customers. But the one thing about the Floraiku customer is they're a very fashionable customer. It's someone who's avant-garde, someone who's very, very, very modern, contemporary, because they understand and they appreciate all the details and the art. They like the poetry. They understand that the juices are quite special because of their short formulas. So really, for me, it's always been the opinion leaders or the people who are leading who've always bought Floraiku. It's very, very, I don't know, how can I say, avant-garde. People who like subtlety. Да, и Джон и Клара отвечают, то, что на самом деле, ну, Джон очень часто бывает в магазинах, очень часто общается с покупателями. Конечно, он видел то, что люди это абсолютно разные. Но вот то, что, пожалуй, их объединяет, это то, что они все, вот как Джон сказал, unfashionable, да, то есть они не следуют вот прям тренде, модам, да, моде, да, какой-то мейнстриму. Они как раз, как правило, люди очень авангардные, да, это люди поэтичные, да, даже если они не поэты, то, по крайней мере, не вот чувствительны к эмоциям, к выражению этих эмоций. Это люди, как правило, очень-очень современные, которые вот достаточно сильны для того, чтобы быть сами собой, да, и не следовать, например, каким-то opinion-лидерам, да, или, ну, то есть каким-то лидерам мнений, не следовать за кем-то, не подражать кому-то. И вот это вот, конечно, именно такие люди выбирают как раз Floraiku, поэтому вот такая вот авангардная женщина, это вот такой вот ответ на этот вопрос. Окей. Man or woman, no? Man or woman. Мужчины и женщины причем, да, то, что подчеркивает Клара. Так что здесь точно уж совсем нет гендерного разделения. И человек в любом случае, да, вот тут был вопрос, я, к сожалению, не перевел ответ на него, да, в чем изюминка аромата Floraiku, а в том еще то, что это очень простые композиции. Это простые композиции, но это накладывает на парфюмера огромное количество, ну, не знаю, обязательств, что ли, да, потому что чем проще композиция, тем более сложные и качественные компоненты должен использовать. And next questions for you both. What is your favorite perfume in this collection? But to be honest, yes, we understand that all fragrances you like because it's all like your child, but maybe really what you're proud of or your really favorite. И следующий вопрос, и я рад, что Клара здесь, потому что это вопрос о том, какой у вас любимый аромат в этой коллекции. Я попросил Джона и Клара ответить как можно более честно, не только говорить о том, что все это наши дети, да, но вот выбрать действительно, которым они особенно гордятся или которые отличают во всей коллекции. I couldn't choose between the fragrances, but I can try and choose between the haikus. Ага. Клара говорит то, что ей очень сложно выбрать между ароматами, но она может попытаться и постараться выбрать из хайку, которые украшают эти ароматы. Because with our perfumes, you have the small poem, and then one of the verse becomes the name of the poem. And so many people told me they loved the name, so they fell in love with the fragrance even before smelling the fragrance. With My Love Has the Color of the Night. My Love Has Plenty of people writing us what was the color of their love. So it was like a game. What's the color of your life? Да, Клара, color of the night. Клара говорит о том, что каждый флакон Floraiku украшает хайку, то есть поэтическое произведение, которое она написала, и название каждого аромата – это начало этого хайку. Поэтому это очень здорово, потому что, как часто ей говорили, о том, что
ты влюбляешься как будто в аромат еще даже раньше, чем услышал всю композицию. И вот, наверное, хайку, который ей особенно нравится, это хайку «My love has the color of the night», «Моя любовь цвета ночи». И моя любовь цвета ночи вдыхает аромат ночных цветов. Да? И как раз очень многие люди говорили о Кларе, о том, какого цвета их любовь. Thank you very much. Ilya, if her love is the color of the night, that means I've only got one choice. Mine has to be in the dark. Ну что же, если Клара выбрала аромат, который называется «Моя любовь цвета ночи», то у Джона не остается выбора, как выбрать аромат, который называется «In the dark». Because it says, in the dark, the fireworks of my dreams. Ну что же, в темноте пылает огонь моих снов. В темноте пылает огонь моих снов. Именно такой вот хайку, если перевести на русский. And you know, it's as if when I'm wearing a rose today, I love rose fragrances. It's a rose, a beautiful rose absolute with a most amazing incense, and it's got this wonderful peppermint as well. So it's an amazingly, you know, that's where it gets the fireworks from. Incense, rose, and peppermint. It's amazing. It's a great fragrance. Ну что же, и в этом аромате огромное количество розы. Розу Джон вот выделяет из всего и очень-очень любит. И эта роза, она в виде именно благовония, она смешивается с ладаном, с другими благовониями и с большим количеством перечной мяты. Это создает совершенно невероятный эффект. Эффект, когда роза как будто горит, словно вот это вот ощущение сна, мечты, там, всего подобного. Thank you very much for these answers. Okay, and the question is... what does it mean, sweet fragrances for you? It's vanilla or something else? И следующий вопрос, что означает сладкие ароматы для Джона? Это ароматы, где есть ваниль или что-нибудь еще? For me, sweet fragrance for me can be linked to a lot of things. For example, sweet fragrance can also be linked to, we got one perfume that's got a lot of cherry blossom in it. And so sakura. So this can be actually quite sweet as well in a nice way. I find some roses can be quite sweet, but vanilla is something different because vanilla often brings a slight oriental touch to it as well. And especially the way we often use vanillas. I don't like sweet vanillas, and Clara doesn't either. So we try to usually have quite very rich, dry vanillas. Ну что же, отвечая на этот вопрос, на самом деле Джону многие компоненты кажутся, такими сладкими, да, это его субъективное мнение. Он находит сладость, например, в аромате цветка вишни, то есть сакура, да, кстати, у нас был вопрос как раз про сакуру, может быть, Джон ответит на него. И ему кажется иногда и роза сладкой, да, вот как раз ваниль для Джона, она звучит более восточно, да, особенно если это не ванилин, такая натуральная ваниль. Поэтому именно в этом качестве часто ваниль используется и в работах Джона и Клары. Поэтому, нет, ваниль это, наверное, более такое восточное. And what about next fragrances and about novelties in the dark and maybe AO? Well, AO is a wonderful fragrance because of the name itself. AO is a Japanese name for the color between blue and green. It's actually a color itself. And that gave so much inspiration to Clara because it's an amazing name for a color in between two things. And it's typically very sensitive point. So when working with fragrances, giving a name like this, it gives you such inspiration to go so much further. Ну что же, аромат АО, да, один из последних, который появился в этой коллекции, он очень-очень-очень нестандартный, он очень необычный, он как раз в таком виде. Вот. И удивительно то, что название аромата АО, это название оттенка. Оттенка, который вы видите, это зеленый, переходящий в синий, да, это тот, который мы, наверное, привыкли называть как цвет морской волны. И источник вдохновения для создания этого аромата как раз вот повторить в композиции звучание вот этого цвета. And with AO will show, it's something special to us because Clara and I, we both love figs. And I'll show you in the garden our fig trees. And AO's got figs, it's got incense in it, it's got myrrh. It's just a wonderful fragrance.
Ну и получился великолепный аромат, и мы воплотили его как раз в композиции, построенной вокруг инжира. И Клара, и Джон очень любят инжир, и поэтому в композиции его очень-очень много. Clara, you bring some book for us? But, you know, come I would share. Да. Backwards, yes. It's Akhmatova. Ага. И вот как раз Клара хочет показать вам часть своей библиотеки. It's in French, but it's written in Russian. And then you have Marina Tsvetaeva. Это как раз и любимые поэты, это Ахматова и Марина Цветаева. Yes, it's very good choice. Yes, Ахматова and Цветаева. And you know that Ахматова was and Mandelstam. Yes, surely. If Цветаева, Mandelstam, because they were lovers some period, as I remember. And yes. Ахматова. Четки. Insomnia. Бессонница. Четки, it was first published in 1914, as I remember. I love Akhmatova also very much. And Akhmatova was a teacher of Brodsky also. Really? Okay. Yes. And Brodsky in Russia, Brodsky and his friend Evgeny Rain, we called them like Akhmatov's child. Okay, children, okay. Yes, Akhmatov's children. Thank you very much. It's very pity, but we need to finish our live. I think it was one of the most interesting, thanks to Clara, live, and surely for you, John, also. Thanks to you also. No, it's always a pleasure to speak with you, and thank you very much for this wonderful surprise, to be inside your home, inside your house. И я хочу поблагодарить Джон, нам, к сожалению, надо заканчивать, за этот сюрприз, который у нас получился, совершенно незапланированный, то, что присоединится Клара и присоединятся дети, и мы с вами побывали в таком, вот, в настоящем парфюмерном доме, да, действительно, и thank you very much for all what you're doing for us, спасибо большое за то, что вы делаете для нас, и, к сожалению, нам нужно заканчивать. Thank you very much, John. Thank you very much. You want to go for a walk outside in the garden? See the flowers? We have 2 minutes only. Okay, 2 minutes only. Firstly, here, look who's here. Итак, вот посмотрите, да? Wonderful. Это как раз вот парфюмерный дом и парфюмерный пес. Hello, say hello to Ilya. Say hello to Ilya. Ilya, look, Ilya. Say hello. See? Look. Now, quickly, I'll take you we'll go for a little tour. 1 second. Quickly go for a tour. Just try and do this properly. И вот прям быстро-быстро Джон говорит, мы прям пробежимся по саду, который есть у них с Кларой. 1 minute. 1 minute left. Sorry, 1 second. Let me work this. How does this work? 1 second. So we're going to go outside. Итак, смотрите, вот солнечный швейцарский сад, где творит Джон и творит Клара. Wow, wonderful. And we're going to go out and maybe in the garden. You see И here. вот мы как раз с вами в саду. And just behind you we go tour. Clara's there. Go И around вот там, и вот как раз Клара, которая прогуливается по саду. And Clara's going to show you here the house behind. И вот это наш дом, говорит Джон, и это наш как раз сад. Wonderful pair, wonderful man. И вот and it's going around to the garden. So we've got the fig trees. We've got about 8 different varieties of roses. We've got pivoine. We've got tulips. We even have a little a dacha. Do you want to see my dacha? Дача, yes. Да, и вот это вот как раз дача Джона, как он шутит. У них там есть инжирные деревья, у них есть розы, 8 сортов роз. Да, и вот можете посмотреть, как это выглядит. This is where I go to work or go to read, or Clara works at Perfect. И вот это как раз беседка, где мы работаем. John, thank you very much. Bye-bye. I hope to see you again very, very soon. Спасибо большое. До новых встреч, друзья мои. Надеюсь, скоро увидимся. Thank you, Molecule. Thank you. One thing. Thank you all the team in Molecule for being fantastic. Really do love you so much. Thank you. Спасибо большое.